Всем привет! В этом видео я покажу вам, как установить суперкилометр-фильтр на Leapmotor C10. Наш модуль подключается к разъему системного блока автомобиля. Этот разъем находится внутри центральной консоли, снизу сзади. Чтобы добраться до него, сначала нужно снять заднюю крышку центральной консоли. Начните со снятия этих двух винтов, спрятанных под крышкой внутри подстаканника. Затем с помощью пластиковой лопатки аккуратно снимите боковые панели. Они крепятся на клипсах, так что должны сняться довольно легко. Когда задняя крышка отойдет, не забудьте отсоединить этот кабель, прежде чем снимать ее полностью. Это предотвратит повреждение проводки. Пока мы здесь, важно отметить, что этот же разъем мы будем использовать для питания 12 вольт нашего суперкилометр-фильтр. Сняв крышку, вы увидите внутри 3 разъема. Нам нужен белый разъем посередине. Отсоедините штатный разъем и вставьте его в один конец жгута суперкилометр-фильтр. Затем подключите другой конец жгута суперкилометр-фильтр обратно в системный блок автомобиля. Взамен подключите провод питания 12 вольт к плюсовому проводу разъема, о котором мы говорили ранее. И готово, установка завершена. Перед использованием устройства обязательно отключите 12-вольтовый аккумулятор автомобиля примерно на 10 секунд. Это перезагрузит систему автомобиля, чтобы она правильно распознала новый модуль. Активировать или деактивировать суперкилометр-фильтр можно, потянув рычаг дальнего света 5 раз. Аварийная сигнализация автомобиля мигнет только в салоне, подтверждая активацию или деактивацию модуля. У суперкилометр-фильтр есть 2 режима работы. Режим 1. Запись пробега полностью остановлена. Режим 2. Модуль деактивирован, и одометр работает точно так же, как с завода. Как видите, сейчас мы едем с активированным суперкилометр-фильтр, и одометр автомобиля не записывает пробег.